Привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Друзья, сзади меня вы можете наблюдать водохранилище, которое называется Минич, либо Ляховическое водохранилище. Я приехала сюда на рыбалку. Здесь ловля платная. Всего стоимость ловли на сутки составляет 15 белорусских рублей. Но по прибытию на место сейчас я не знаю, у кого будет купить путевку, так как на месте, где они продаются, к сожалению, пока никого не оказалось. По номерам телефонов, по номеру телефона один, который указан на сайте, никто не поднимает. Мы не могли дозвониться до администратора платника в течение 1,5-2 часов. К сожалению, порыбачить на данном платнике не получилось, так как забронированное для нас место отдали другим людям. Как оказалось, владельцам неважно, заранее вы сделали бронь или не заранее. Если людей на кемпинг приехало больше, чем в вашей компании, вас либо выселят, либо не пустят на то место, в которое вы хотели попасть. И вот, к сожалению, смотрите, по озеру валяются вот такие вот караси. Сдохшая, судя по всему, вода зацвела и произошла задуха. Такой подставы мы не ожидали. Нам предложили рассмотреть другие места, но даже когда мы приехали туда, чтобы посмотреть местность и выбрать себе новое место, там оказались рыбаки, и их было очень много. Хотелось бы отметить, что расстояние до данного платника от Минска, либо от той точки, с которой мы туда ехали, составляло около 150-200 километров. И добирались мы туда в течение 2-3 часов. Такая ситуация из ряда вон выходящая. Мне это очень не понравилось, поэтому я приняла решение отправиться на дикое место. Сейчас вот размещаюсь, подогнала машину для погрузки-выгрузки. Делаю тут всякую установку палаточек, все дела, чтобы было здесь у меня как дома. Вот, река очень красивая, места просто невероятно дикие. Я не представляю, как здесь будет ночью, страшно. Виталик, тут овод как собака сидит. Смотри. Ребятки, без тромоцила, как без рук. Потому что у нас колоссальное количество слепней и комаров. Кто-то говорит, что их почти нет, потому что я типа все время в купальнике. Но летом одеваться в какую-то не предназначенную для лета одежду я не хочу. Легко устанавливается баллончик. Просто вкручивается вот так вот по резьбе. Включаем газ. Загорелось, прибор работает. Мы обосновались на месте. Сзади меня замечательная река Щара. Я надеюсь, что хоть что-нибудь здесь поймаю. Никогда не ловила. Вообще на такие маленькие реки я особо не рассчитываю никогда. Посмотрим, что получится. Ну и давайте выпьем за рыбалочку этого горячего чаечку.
Моя кашка уже на подходе. Пшеночка. Немножко добавила подсолнечного масла для того, чтобы не пригорело по возможности. И вот это вот мои владения. Это мой шатер Лотос. Пока стулья стоят здесь. Завтра я приняла решение пойти половить на фидер. Ничего нового в палатке у меня нет. Все по-прежнему. Костер здесь, вот дровишки, как всегда, купили. Так, в палатку почему-то уже собака ушла. Понятно. Здесь вот палатка. Скоро поставлю вторую раскладушку. Оводы собрались на палатке. Ну и вот там вот дальше тоже есть немножко моих вещей. Машина вдалеке. И вот такой вот офигенный простор для ловли. Ну, в крайнем случае, для купания. И первая рыба на этой реке — это вот такая вот густерка. Я знаю только одно. Если есть такая густерка, может попасться и побольше густерка. Завтра попробую на фидер. Проштудировала вот сейчас форум. Надо попробовать. Только встать на рассвете и все правильно сделать. И да будет рыба. А вдруг я что-нибудь поймаю? Место очень дикое, стрёмное, но здесь люди были, поэтому я надеюсь, что бояться нечего. Вот. Так что по кофеёсу и спать. В 7 часов утра я приняла решение поспать чуть-чуть подольше. Думаю, что не буду об этом жалеть, потому что я наконец-то выспалась. Сейчас делаю себе кофе и собираюсь идти ловить на эту прекрасную реку, на которой точно есть мелочи. Я уверена, есть крупная рыба, только надо найти, как ее поймать, способ. Вот. Но не получится на фидер, не получится на поплавок. Я попробую обязательно на спиннинг. Я же спиннинг с собой брала. Я так понимаю, здесь с утра был очень сильный туман, потому что очень высокая влажность. Такое ощущение, как будто бы здесь прошел реально дождь. Весь песок просто нереально мокрый, палатка все мокрое, все сырое. Вот. Открыла палаточку. Сейчас готовлю кофечка. Надо его помешивать. Решила сварить его вот так вот. Подготавливаюсь к рыбалке. Блин, оставила корм, в него положила банку опарыша, и опарыши все выбежали, видите, сюда. Хорошо, что осталось счастье, хорошо, что это произошло. Корм я хоть ими, если что, закормлю сейчас. Вот это то, что мне потребуется для рыбалки. Собака, стульчик,
фидер один, сейчас будет второй. Корм, наживка, чуть-чуть снастей. Ну, как-то так. Ребят, я тут газонокосилкой иногда подрабатываю, так что если надо, обращайтесь. Я вам помогу. Недорого. Монтаж у меня паттерностер. И я петля в петлю фиксирую поводок к нему. Получается, здесь у меня карабин, отводик под кормушку. Кормушка 75 грамм. Устойчиво здесь стоит. Я думаю, можно и меньше. Надумчиво сейчас попробуем. Большой пучок опарыша белого. С красным. У меня есть красный опарыш. Ребят, риба. Сейчас посмотрим. Даже... Ой, что это там у нас такое? Ой-ой-ой. Риба. И первая рыба у нас это вот такая вот густерушка. Смотрите, какая хорошенькая. Малышка еще совсем. Но это же риба. Риба. Давайте ее отпустим. Поставлю вот так вот. Три зерна кукурузы давайте. Вот так. Вчера вечером на удочку, но кукурузу вообще не хотела брать. Мелкая рыба. Если сейчас и на кукурузу будет та же самая песня, то ставим обратно опарыши и больше не меняем. И здесь у меня очередная уклеечка, ребят. Так. Очередная уклейка. Вот она. Очередная рыбка. На маленький крючок, длинный поводок. Если это очередная, ребят, уклейка, мы будем укорачивать поводок. Оп, это у нас густерушка. Давайте все-таки, ребят, попробуем укоротить поводок. Если густера и уклейка берут на длинные поводки, и мы видим, что их здесь в избытке, мы можем проверить, что может клюнуть на короткий поводок. Давайте. Посмотрим, что у нас тут на кукурузку с опарышем. Что за рыбка? Ох, и хорошая густерка, смотрите, какая. Да какая темненькая. Ай-яй-яй. Посмотрите. О, для такой речки неплохая. Ну так укрупняемся, ёпсель-матрёпсель. Укрупнились. Покрупнее густера. Такими темпами, может, через пару дней заклюет крупняк. Что,
мой крючок влазит 10 опарышей. Представляете? Так, ты что делаешь? Сейчас задубинилась, поставила на второй фидер огромный крючок и поставила 3 кукурузы. Единственная наживка, которую я нашла, чтобы не обдирала мелочь, типа густеры или уклейки, это огромный пучок опарыша белого-красного, там, наверное, штук по 7 каждого вида. Второй вариант это 2-3 кукурузы надетые. Оно так может чуть-чуть, вот если на опарыша забрасываешь, чуть-чуть поддергать и все, и бросить, и перестает. Вот, потому что, возможно, боится. Ну, а на кукурузу тоже вот что-то не хочет пока. Лисички сварены, промыты и готовы. Я их посолила при варке. Знаю, что немногие варят лисички. Я прочитала, что можно отварить их в течение 15-20 минут перед жаркой. Я буду их жарить, но я все равно отварила. Приятного мне аппетита. В общем, на поплавочек я половила. Здесь была у меня только мелочь, густерка маленькая. Потом я половила на фидерок, плотвичка, густерка. Ничего крупного так и не поймала. И сейчас я приняла решение пойти погулять вниз по течению со спиннингом. Может быть, со спиннингом у меня что-то получится. Если получится, я обязательно вам покажу. Сейчас вот я, ребят, делаю обработку от клещей, потому что они 100% есть. Вот за палаткой прям тут были пойманы пару штук. Здесь места, видите, шикарные. Это, конечно, офигенные места для какого-нибудь хищника. Посмотрите. Голлавля, что ли? Я не знаю. Есть, ребят.
Видели? Видели, ребятки? Забытое, так сказать, Богом и людьми место. О, смотрите, какой дуб старый. Вот здесь вот скамеечка. Вот. И я иду и продолжаю обрасывать везде. И вдоль береговой линии. И бросаю к противоположному берегу. Здесь прогон очень мелко, перекат такой, знаете. Дальше вон, я вижу, будет поворотчик. Сейчас мы до него дойдем. Там будет поглубже. Ребятки, есть какая-то рыба. Не знаю, что за рыба. Ребята! Окуневич! Офигенный окуневич, ребят! Неплохой. Неплохой. Офигенный окунь. Смотрите, какой окуневич. Обалдеть, ребят, обалдеть. Опа. О, фу. Огонь. Смотрите, даже кем-то пораненный. Окунек вот такой. Ребятки, ну мы нашего красавца отпустим. Ух, твой друг. Видно, что много рыбы ходит под береговой линией. Плотвичка, мелочь всякая, густерка. Вот я вижу, прямо она гуляет. Такая неплохая. Ребятки, есть что-то? Есть что-то, ребятки. Поставила сейчас, знаете что? Клопика. И не знаю, что там, но какая-то рыбка. Ух ты, окунь какой! Ребята! Обалденный! Обалденный окуневич. Ребят, еще один. Смотрите, какой. Ух. Класс. Опа! О! Смотрите, какой. Окуняшка. О, ребят, смотрите, какой классный окуневич. Огонь, да? Взял на воблерок, на клопа. На проводке. Красавец. О. Так, ну и пока, дружочек. Оп. Да, получается, на этой речке можно оставаться с ночевкой. Утром поднимаешься и let's go гулять со спиннингом. Ко дню ты ловишь окуней, возможно, щучек, еще какую-нибудь рыбку. Возвращаешься, все это коптишь, кушаешь, и получается вкусняшки. Вот. Прикольно, да. Мне уже пора уезжать на новое место ловли. Это была рыбалка на реке Щара, это был отдых на реке Щара. Я ловила на поплавок, ловила на фидер, половила на спиннинг. Что-то у меня получилось, что-то не очень, но это был офигенный отдых вот в таком вот нереально диком и красивом месте. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!